Доброго времени. Сейчас я покажу, как зачистить коаксиальный кабель с помощью бокорезов. У нас один инструмент. И вторую сторону мы зачистим с помощью обычного кухонного ножика, который есть у каждого на кухне. Что для этого мы делаем? Бокорезами приблизительно отступаем где-то 1 сантиметр от края кабеля. И вот такими вот круговыми движениями с легким надавливанием мы этот кабель крутим. Вот так вот крутим. Вот. И потом снимаем верхний слой изоляции. Получается так, что тоненькие проводочки вот эти вот мы не срезали. И фольга также остается. Дальше заворачиваем обратно на кабель. Вот таким вот образом. И следующий слой изоляции оставляем чуть-чуть небольшой отступ, может быть пару миллиметров. И вот такими же крутящими движениями срезаем следующий слой изоляции. Вот мы его срезали. Далее берем F-коннектор. И вначале руками его накручиваем. Вот так вот на кабель. Далее нам в помощь плоскогубцы. И вот так вот дальше крутим. Что важно? Очень важно, чтобы проводочки, которые вот были тоненькие у нас, второй слой, чтобы они не прикасались к центральной жилой. Вот. В данном случае мы видим, все сделано хорошо и красиво. Теперь мы зачистим другой конец кабеля с помощью обычного кухонного ножика. Для этого отступаем также приблизительно 1 сантиметр. И по всему кругу кабеля делаем легкий надрез, чтобы потом верхний слой изоляции можно было снять. Просто вот так вот руками. Видите, как он красиво снимается. Вот, есть. Далее точно так же заворачиваем тоненькие проводочки обратно на изоляцию. Фольгу также оставляем. Она у нас токопроводящая, поэтому пусть остается. Если кабель будет установлен где-то на улице, то со временем металл окисляется, и у нас будет наша вот эта вот изоляция как в дополнение проводочкам, тоненьким проводочкам для запаса прочности. Есть. Теперь берем снова F-коннектор. И так же, как и в первом случае, накручиваем ее на кабель. Так, накручиваем F на кабель. И обращаемся за помощью к плоскогубцам. Обычно на практике я использую чаще первый способ, поэтому первым способом гораздо быстрее. Вот. В этом случае во втором центральный провод у нас сильно выступает за пределы F-коннектора, поэтому мы его чуть-чуть срежем. Ну вот, оставим выступ где-то пару миллиметров, этого будет достаточно. Все, теперь все готово к использованию. Кабель можно прикручивать.